Что будет, если взять Сифу, серию Бэтмен Арkham, Hotline Miami, Джон Уик и заправить это все охуительным техно-саундтреком, получится Midnight Fight Express. И сегодня как раз мы поговорим об этой игре. На днях я прошел просто прагмат туда, и хотелось немножко отвлечься, да, от каких-нибудь серьезных AAA проектов, поиграть в какую-нибудь инди. А про эту игру я слышал давно, да, ну, то есть она уже не новая, но руки все никак не доходили. И что же я могу сказать? То, что зря не доходили, потому что, ну, как по мне, игра вообще добротная, проходится на одном дыхании, то есть я ее вот буквально за один день сегодня прошел. Сколько он? Ну, часов 5, наверное, потратил в общем. И давайте я расскажу вообще, что это за игра. Midnight Fight Express — это изометрический битэмап с видом сверху. Боевка здесь как в Batman Arkham, то есть удары, есть парирование, вот и все. Ну, то есть просто тыкай правую кнопку мыши и левую кнопку мыши. Как раз идеально заходит, чтобы, ну, отвлечься, да, расслабиться, потому что все выглядит красиво, неон, да, жестокость, то есть тут кровище во все стороны хлещет, да, то есть как в том же Hotline Miami, но без вот этой хардкорности, как в Hotline Miami том же или в том же Сифу, да, то есть вообще Сифу — это эталон, типа, сейчас на данный момент битэмапов, да, то есть там вообще охуительная боевка. Здесь же боевка максимально простая, но выглядит она охуенно. Сюжет здесь тоже, конечно, присутствует, да, но он, конечно, не такой великий, крепкий. Ну, обычный сюжетик, да, категории, наверное, Б или С даже. Главного героя зовут Малой. Это, да, его погоняло. В английской версии у него погоняло Babyface, но в русской версии он Малой. И про русскую версию мы еще потом поговорим. Да, и он приходит, ну, то есть игра начинается с момента, когда нас допрашивают в полицейском участке два мента. Мне этот момент напомнил, я не знаю, может, помните вы такую игру в детстве? «Каратель», да, марвеловскую, где там тоже каратель сидит и рассказывает двум ментам, типа, за свои деяния. Ну и дальше мы сразу переходим к геймплею, то, что, да, наш главный герой начинает рассказывать ментам свою историю, что вообще произошло, потому что менты ему говорят, типа, ты здесь устроил вообще какой-то пиздец, так давай рассказывай. Ну и вот он рассказывает о том, как он пришел в себя, типа, дома, как к нему прилетел дрон, да, то есть посылочкой. И этот дрон, то есть как телефон из Hotline Miami, просто программирует нашего главного героя идти и начинать творить хаос. Ну и при этом все враги в игре, они все знают, кто ты такой, потому что Малой — это легенда, то есть он легенда вот этого города. Он как Джон Уик, да, в серии фильмов. То есть Джона Уика все знали, типа, то, что, блядь, он там Баба Яга, да, это самый опасный, типа, наемник. И тут то же самое, то, что Малой, наш герой, он тоже местный Джон Уик, которого все знают в лицо, и все знают то, что он, блядь, вообще просто отбитый на голову. Ну и по сюжету все крутится вокруг малого, вот этого дрона и некоего босса, который хочет устроить что-то, какую-то хуйню в городе, и нам его надо остановить. По сути, типа, сюжет здесь не главное, главное здесь геймплей. Из интересного еще в сюжете, ну, там будет твист вместе с этим дроном, поэтому, ну, я не буду вам спойлерить, типа, что там будет, да, если вы захотите, потом сами узнаете. И, в принципе, все. Больше по сюжету-то и ничего интересного. Самый основной сок здесь — это, как я и говорил, геймплей, ну и отсылки. По поводу геймплея, ну, здесь, как и в Сифу, да, то есть интерактивное, получается, окружение, можно использовать стулья, ну, то есть пинать стулья, всякие коробки, ящики, убивать врагов, то есть добивать их там об стены, об пол, об предметы, и использовать оружие, да, также холодное, огнестрельное, комбинировать это все. А так, в принципе, в игре 40 уровней, да, получается 40 уровней, и они все проходятся прям на одном дыхании, то есть они не душат тебя, кроме некоторых, они попозже. На всех враги разные. Под конец они, конечно, начинают повторяться, но, в принципе, так, первую, наверное,
2/3 игры, то там будет на каждой локации будут новые враги, они с новыми способностями, плюс они постоянно миксуются, то есть есть там определенный класс врагов, а потом будет другой. Также в игре есть прокачка, то есть, ну, она здесь как? Она по- тут нельзя построить какой-то там определенный билд. То есть, если вы пройдете игру, вы закроете типа все ветки прокачки. Ну а так, в принципе, больше и ничего. Самое сочное, как по мне, мне больше чего мне доставило в этой игре, это, скорее всего, ну, пасхалки, да, отсылки к поп-культуре, да, к произведениям, к тем же играм. То есть я покажу несколько, да, ну, их там вообще куча, да, то есть если разбирать это все, ну, там можно всю игру вставить, по сути, потому что вся игра — это большой омаж на Джона Уика, да, на боевики какие-то там из 90-х. Ну, самая яркая отсылка, наверное, которую заметили все фанаты ну, точнее, все игроки из СНГ, это отсылка на миссию «Ни слова по-русски», да, из Call of Duty. Только здесь переводчик кривенько перевел, да, и террористы в лифте произносят фразу «Помните, не Россию». Ну и да, это, конечно, типа, ну, неправильный перевод, да, но, в принципе, те, кто знает, те сразу поймут. Ну, к слову сказать, в английской версии они говорят ну, ту дословную фразу «Remember no Russian». Будет отсылка, допустим, GTA San Andreas, как по мне. Это когда две банды, фиолетовые и зеленые, да, бьются и устраивают разборки за территорию, да, и мирятся между собой. Просто, если вы поиграете, вы сразу поймете. То есть, я, конечно, объясняю, как, ну, не очень, но знающий игрок сразу поймет, типа, о чем идет речь. Потом уже была такая уже явная отсылка к Hotline Miami, да, то есть мы будем проходить уровень, и там как раз встретим типов, да, в звериных маске. Ну, еще плюс в этой отсылке будет отсылка другая на мультсериал «Конь Боджек». Да, то есть там один из этих персонажей маски, он будет в маске коня, и его будут звать вроде тоже Боджек. Ну и, конечно, там по мелочи. Ой, как я говорю, я устану перечислять все, потому что их там вообще полным-полно, да, там есть отсылка к сериалу «Сыны анархии», да, то есть мы там придем и будем зачищать байк, то есть байк-клуб какой-то, и там будет тоже банда байкеров, но они вместо того, чтобы зваться «Сыны анархии», они будут зваться «Сыны гедонизма». Будет отсылка к «Пиратам Карибского моря», да, то, что мы придем в какую-то локацию, а там будут, блядь, пираты. Да, и они будут охотиться за сенсом, блядь, они будут охотиться за сердцем, спрятанным в сундуке. Ну и самая, наверное, такая, которая попсовая отсылка, это отсылка на бойцовский клуб, да, то есть в одной из миссий мы придем, и нам скажут, чтобы пройти дальше, нам нужно пройти через бойцовский клуб. И мы будем драться с противником, которого будет звать не Тайлер Дёрден, а Кайлер Тёрден. Ну, немного изменено, конечно, да, но, в принципе, те, кто смотрел фильм, они сразу поймут. Ну и, наверное, самая такая мерзкая отсылка. Ну, как мерзкая? Мерзкая в плане геймплея, а не в плане того, что что-то плохое. Это банда Скорпионов. Это отсылка к Mortal Kombat, да, к персонажу Скорпион, да. И, ну, как по мне, это отсылка, наверное, к Hitman Absolution, да, где там была банда, состоящая только из женщин-убийц. Ну и вот тут встречается тоже такая же банда из женщин-убийц. Банда Скорпионов, да. У них есть такие, типа, крюки, которыми они притягивают к себе. И прикол тут не сама банда, а финальный босс их, королевы Скорпионов. Давайте я о ней сейчас чуть-чуть побольше расскажу. Королева Скорпионов, блять, это, сука, просто омерзительная, блять, мерзкая тварина, на которую я, наверное, потратил, я не знаю. Ну, то есть, если тут каждый уровень проходится обычно за минуту. Ну, я в среднем проходил, наверное, за минут 5 один уровень, то битву с королевой Скорпионов я, наверное, проходил минут 40.
Это ебучая мразота, блядь, на ебаном комбайне просто катится на тебя, и тебе нужно рассчитать тайминги, да, то есть тебе нужно бросить в нее там бочки взрывные. Ты не можешь нанести урон, потому что если ты подойдешь к этому комбайну, он тебя, блядь, просто перемолит нахуй. Да, и плюс спавнятся эти пёзды, да, с крюками, которые тебя хукают, да, станет тебя, и ты просто под комбайн попадаешь, все, откатился до чекпоинта. И да, и то есть тебе, если у тебя не вкачан перк на отбирание оружия, то, ну, это просто ГГ нахуй. ГГ. А так, ну, наверное, с трая 20-го, 30-го, наверное, я ее прошел, да, когда там отобрал все, то есть там нужно все оружие отобрать, которое будет у противников, и все патроны, блядь, всадить в этот ебаный комбайн, и только тогда ты можешь, типа, ну, только тогда ты пройдешь этого босса. И, ну, если вы посмотрите отзывы в Стиме, да, то по большей части людей горит именно из-за этого момента игры. Ну и в завершении я хочу сказать, что, ну, Midnight Fight Express — это неплохая игра, типа, прикольная. Я не жалею потраченного времени, вообще ни капли. Я получил максимум удовольствия, я не рассказал вам весь сюжет, все отсылки, да, все рофлы, да, то есть, которые происходят в игре, потому что, ну, это долго. Проще самому поиграть, так как игра тем более короткая. Поэтому, если вам понравилось это видео, то приступайте, да, играйте. Если есть возможность, покупайте. Если нет возможности, ну, вы знаете, где можно взять игру бесплатно. А так, больше, в принципе, и правда сказать нечего. Спасибо вам всем за просмотр. Да, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем до новых встреч. Пока.